Скоро Новый год. Почему бы нам не сделать елочные игрушки своими руками? Для этих подвесок я использовала обычные крышки. Вначале в бортике каждой крышки дрелью просверлю небольшое отверстие самым тонким сверлом. В эти отверстия я собираюсь ставить булавки, к головке которых привяжу ниточки и на них подвешу на елку. Чтобы булавки со временем не поржавели, я покрою их краской из баллончика с антикоррозийной составляющей. Наполню крышкой смесью гипса, воды и ПВА, примерно на треть или чуть больше. Ставлю булавку так, чтобы она закрепилась в гипсе. Вторую крышку я заполню кусочками салфетки. Она будет легче, чем первая. Вы можете выбрать тот вариант, что вам больше по душе. Изнутри на булавку добавлю суперклей для надежности. Нанесу небольшой слой шпатлевки, а на одну из крышек снизу ставлю бубончики, которые я срезала с декоративной ленты. Закреплю их с помощью шпатлевки. После высыхания положу еще один слой, окончательный. Как следует выровняю. Когда высохнет, пройдусь наждачной бумагой, чтобы поверхность была совершенно ровной. Со всех сторон обработаю крышку акриловым грунтом. Потом нанесу пару слоев белой акриловой краски. Поверхность должна быть ровной, с плотным белым цветом. Теперь готовлю поверхность крышек для выживления распечатки. Для этого покрою их 2-3 тонкими слоями акрилового лака с обязательной промежуточной просушкой. Я распечатала этих дивных собачек на струйном принтере на довольно плотной бумаге. С плотной бумагой работать сложно, поэтому вначале я ее истончу. Для этого я наклею скотч на обратную сторону распечатки, а потом отрываю его вместе с частью бумаги. Теперь бумага тоньше и работать будет легче. Приступаю к вживлению. Покрываю поверхность крышки и сами распечатки красочной стороны хорошим слоем акрилового лака. Прикладываю распечатку цветной стороной к крышке и резиновым скотчем с усилием удаляю все излишки лака, чтобы распечатка как следует без пропусков была прижата к поверхности. То же самое сделаю и со второй картинкой. Оставляю высыхать на несколько часов. Как правило, я делаю вечером и оставляю до утра. После полного высыхания подливаю воды и аккуратно подушками пальцев потихонечку снимаю белый бумажный слой. Вначале бумага просто намокает, а потом постепенно сходит. Вы видите, как проступает картинка. Процесс этот не очень быстрый. Главное, не используйте ногти, как бы этого ни хотелось, чтобы не поцарапать картинку. Так я очищаю обе крышки. Вот что у меня получилось. Теперь займусь декорированием обратной стороны. На этой крышке я приклею сердечко из салфетки. А на второй крышке нарисую карандашом снежинки. Большие я вырисовываю более подробно, а маленькие намечу схематично. Теперь каждую из этих снежинок я прорисую белой акриловой краской. После высыхания добавлю следующий слой синий. Я делаю другого цвета, чтобы не запутаться, где я рисовала, а где нет. С помощью нескольких слоев я добиваюсь рельефности этих снежинок. Краску стараюсь брать погуще, воду не добавляю, чтобы снежинки были выпуклыми. Потом еще один белый слой. Теперь я крашу все серебряной краской. Когда все высохнет, смешаю серебряную краску с синей, добавлю воды и покрашу полностью поверхность. И тут же, не дожидаясь высыхания, сниму излишки краски ватным диском. Лишний цвет уходит, появляются красивые тени. Покрою всю обратную поверхность акриловым лаком. И сразу, не дожидаясь высыхания, набросаю блесток. А на другой крышке я нарисую цветочки, кружочки разными цветами, просто чтобы было весело.
Покрою роспись акриловым лаком. Возьму бронзовую краску и сухой кистью пройдусь по бортику крышки. Добавлю такое свечение. Для другой крышки сделаю снег. Натру на мелкой терке вспененный полиэтилен. Снег получается прекрасный, пушистый. Намажу на бортик крышки клей ПВА и приложу к нему снег. По краю другой крышки нарисую цветные шарики. Чуть подкрашу и бубончики. Когда обе крышки высохнут, остается только вдеть нити и повесить.